Перекличка в лагере Освенцим. Имя, профессия. Один из заключенных говорит: Тадеуш Петшиковский, спортсмен. Начальник лагеря сообщает заключенным: вы первые узники этого лагеря. Если среди вас есть евреи, то они проживут здесь не больше 2 недель. Священники смогут прожить месяц. Все остальные не дольше 3 месяцев. Потому что вы не люди, а враги рейха. Единственный путь для вас отсюда в трубу крематория. Так что можете забыть о своих детях, женах и близких. Вы их никогда больше не увидите. А пока вы должны будете обустроить территорию лагеря, возвести бараки и ограждения. Заключенные работают в каменоломне. Их подгоняют надзиратели, или как их называют по-другому, капу. Тадеуш, сокращенно Тедди Петшиковский, подходит к трупу заключенного, снимает с тела куски материи, которыми тот при жизни согревал тело подробой, обматывает свое тело. Заключенные стоят в очереди, чтобы получить миску баланды. Один из узников набрасывается на хрупкого паренька Яник и отбирает у него еду. Тедди трудится над возведением ограды. Он натягивает колючую проволоку между бетонными опорами. Один из заключенных обсуждает с товарищами план побега. Ночью охраны в 2 раза меньше. Надо будет похитить со склада гражданскую одежду. К нему сзади подходит капа и наносит мощный удар дубинкой по голове. Заключенные устанавливают лагерные ворота, которые украшает надпись на немецком «Труд делает свободным». Узники трудятся в столярной мастерской. К Тедди подходит Яник. «Я вас знаю, вас зовут Тедди, как боксер из Америки. Вы выступали за спортивный клуб «Легия» в Варшаве. Я видел ваш бой, вы были лучшим в своей весовой категории. Вам должны были присудить победу по очкам». Тедди говорит, что сейчас нет ни Легии, ни Варшавы. И ты так и не понял, почему мне не присудили победу. А вот тебе не стоит отдавать свою еду. Это для тебя может плохо кончиться. Тедди заходит в дом, где живет семья начальника лагеря. Он принес изготовленное кресло. Хозяйка дома приказывает ему поставить кресло в угол. Когда немка выходит из комнаты, Тедди похищает несколько яблок из вазы, стоящей на каминной полке. Тедди прячет яблоки за пазухой. Тедди возвращается в мастерскую. Он угощает Яника яблоком. Тот отдает яблоко пожилому заключенному. «Это я тебе принес». Он дает пареньку еще одно яблоко. В мастерскую входят немцы. Офицер приказывает увести заключенных, у которых обнаружены краденые яблоки. Заключенных приводят на плац. Офицер приказывает пожилому узнику положить яблоко себе на голову. Он стреляет из пистолета в лоб заключенному. Тедди и Яника ставят к стенке. Офицер приказывает положить им яблоки на головы. Тедди начинает поедать свое яблоко, а Яник цитирует драму Шиллера «Вильгельм Тель». Офицер удивлен. Офицер приказывает заменить казнь телесными наказаниями, дать им по 50 палок. Ночью в Освенцим прибывает группа узников-евреев. Им говорят, что они должны принять душ, после чего их накормят. Людей заводят в газовую камеру, после чего пускают туда газ. Заключенные работают. Один из надзирателей поедает сардельку. Для развлечения он приказывает 2 узникам наносить друг другу удары. Кто сможет сбить противника на землю, тот получит остатки сардельки. Один из заключенных сбивает своего соперника на землю, но капа не дает ему сардельку. Это был только первый раунд. Давай следующего. К надзирателю подходит Тедди. Заключенный пытается нанести ему удар, но Тедди постоянно уклоняется. На Тедди набрасывается капу, но тот уклоняется от его ударов. Но его останавливает другой надзиратель, Вальтер. Он предлагает Тедди подраться с ним, давать до первой крови. Тедди уклоняется от ударов Вальтера, сам наносит ему удар. Вальтер признает победу Тедди, хоть кто-то здесь умеет драться. Вальтер дает Тедди награду в виде хлеба. Тот приносит еду в барак и угощает других заключенных. Тедди находит Вальтера и подходит к нему. Он просит помочь ему с едой и лекарствами. Вальтер говорит, что все это нужно заслужить. Вальтер приводит Тедди к начальству. Он показывает, как тот умеет уклоняться от ударов. Вальтер говорит, что Тедди один из лучших польских боксеров на легчайшем весе. На его счету больше 100 побед. Его называли благородным боксером за умение уходить от ударов соперника. Один из офицеров заявляет, что тот не похож на чемпиона. Он больше похож на петуха без перьев. Вальтер утверждает, что если Тедди накормить, то он способен победить любого противника. Офицер говорит, что Тедди не продержится и больше 5 минут. В одном из бараков устанавливают боксерский ринг. Тедди выходит на бой с одним из надзирателей. За поединком наблюдает начальство.
Тедди одерживает победу, но у него рассечена бровь. Вальтер приводит Тедди в конюшню и угощает его хлебом. Тедди снова просит Вальтера помочь ему с едой и лекарствами. Вальтер предлагает Тедди пойти в лечебницу для офицерского состава. Медсестра Мария в больнице накладывает швы на бровь Тедди. Он просит женщину помочь ему с лекарствами. Ему нужны препараты от пневмонии. Мария дает Тедди лекарства, но говорит, что взамен потребует с него ответные услуги. Тедди приносит лекарства в больничный барак и передает их врачу. Тедди устраивает Яника работать в больницу. Там он знакомится с молоденькой санитаркой, Хельче. Тедди продолжает работать в конюшне. Он хорошо питается и тренируется, и одерживает победы. Заместитель начальника лагеря Герхард за обедом разговаривает со своим маленьким сыном Руди. Мальчик спрашивает, как такое могло получиться, что чернокожий боксер в одном из боев победил немца. Герхард отвечает ему, что бокс – это спорт для простых людей, а ты будешь заниматься верховой ездой. Герхард находит Руди на лестнице. Ребенок потерял сознание. Доктор говорит, что у ребенка тиф. Доктор говорит, что не может ничего обещать, а только лишь назначает лечение. Через некоторое время Руди умирает. Два надзирателя волокут к немцам Хельче. Они говорят, что уличили девушку в краже продуктов. Офицер целится в Хельче из пистолета и приказывает медленно раздеться, иначе он пристрелит ее как собаку. Хельче начинает раздеваться, но внезапно набрасывается на немца, выхватывает из его рук пистолет и стреляет ему в грудь. Девушку тут же расстреливают из автоматов солдаты. Яник видит, как погибает его подруга. Он с плачем убегает с плаца в конюшню и рассказывает о случившемся Тедди. Тот говорит, что Хельче не умерла. Она будет жить, пока ты о ней помнишь. Герхард приходит в лазарет и обнаруживает там Яника. Он говорит с ним о Боге. Яник дерзит немцу. Его отправляют в изолятор. В лагерь прибывает бывший чемпион Германии по боксу по прозвищу Молоток. Тедди обращается к начальству лагеря с просьбой организовать поединок с молотком. Иначе я откажусь боксировать. А если я одержу победу, вы освободите Яника. Начальник лагеря соглашается организовать поединок Тедди и Молотка. Во время перерыва между раундами немцы подсовывают Тедди отравленное питье. Тот проигрывает бой. Потом Тедди приходит в себя. Он требует возобновления боя. Немцы предлагают Тедди драться с Яником. Тедди отказывается это делать. Немцы убивают Яника. Тедди бьют по затылку прикладом. Затем привязывают к столбу посреди лагерного плаца напротив газовой камеры и оставляют там. Ночью в лагерь прибывает очередная партия евреев, которых уничтожают в газовой камере. Утром Тедди освобождает Герхард. Все, отправляйся на работу. В лагере прибывает группа офицеров из концлагеря Нойнгами. Начальник лагеря организует для них поединок между Молотком и одним из заключенных, но к рингу подходит Тедди. Немцы делают ставки. Тедди одерживает победу. Восхищенный его победой начальник лагеря Нойнгами просит коллегу за Свинцима перевести Тедди в его лагерь. До конца войны Тедди принимал участие в боксерских поединках в различных лагерях. После войны он вернулся в Польшу и осуществил свою мечту.